Представь, на столе перед тобой лежит карта. Ей больше 500 лет. Пергамент пожелтел, края обтрепаны, чернила местами выцвели. Но ты смотришь на нее, и у тебя холодеет внутри. Потому что на этой карте изображена береговая линия континента, которую официально откроют только через 300 лет. Причем изображена без ледяного покрова, а лед на нем лежит уже несколько тысяч лет. Эту карту не мог нарисовать никто из живших в то время, и тем не менее, она существует, она реальна. Она хранится в музее, ее можно потрогать руками. И вот что самое жуткое, это не единственная такая карта, их несколько. Они созданы в разных странах, в разные века, разными людьми, которые никогда друг друга не знали. Но на всех этих картах одно и то же, знание которого у этих людей быть не могло. Знание, которое появится у человечества только с изобретением спутников, сонаров и хронометров. Откуда оно? Я потратил на это много времени. Я изучал оригиналы, читал исследования, сравнивал версии. И чем глубже я копал, тем отчетливее вырисовывалась одна и та же фигура – призрак. Невидимый картограф, чьи знания всплывают то тут, то там на протяжении столетий. Кто-то, кто знал нашу планету задолго до того, как мы сами ее изучили. Сегодня мы пойдем по его следу. И я не уверен, что нам понравится то, к чему этот след приведет. Начнем с самой знаменитой из этих карт. 1513 год. Османская империя. Адмирал по имени Хаджи Мухиддин Пири ибн Хаджи Мехмед, больше известный как Пири Рейс, составляет карту мира. Он не простой моряк, он один из лучших навигаторов своего времени, участник морских сражений, человек, который десятилетиями ходил по Средиземному морю и знал его как свой дом. Но карта, которую он рисует, выходит далеко за пределы Средиземноморья. На ней западное побережье Африки, восточное побережье Южной Америки и кое-что еще внизу, что станет предметом споров на столетия вперед. Карту обнаружат случайно. В 1929 году во время ремонта дворца Топкапы в Стамбуле из-под груды старых документов достанут кусок пергамента из шкуры газели. Сохранилась только левая треть, остальное утрачено. Но даже эта треть вызовет шок у каждого, кто на нее посмотрит. Вот почему. Южная Америка на этой карте изображена с точностью, которая для 16 века невозможна. Береговая линия Бразилии, устье Амазонки, очертания Патагонии – все это нарисовано так, как будто кто-то смотрел сверху. Не с корабля, сверху. Но это еще полбеды. Настоящая проблема внизу. Там, на юге, карта показывает нечто, что многие исследователи интерпретируют как северное побережье Антарктиды, земли королевы Мод, без льда. Давай остановимся на секунду и подумаем, что это означает. Антарктиду официально откроют только в 1820 году, через 3 века после Пири Рейса. А береговая линия под ледяным щитом будет установлена и того позже, в 50-х годах 20 века, с помощью сейсмического зондирования. Пири Рейс жил в эпоху, когда корабли ходили под парусами и ориентировались по звездам. Откуда он мог знать, как выглядит Земля подо льдом на другом конце планеты? И вот тут начинается самое интересное. Пири Рейс сам оставил на карте заметки. Он прямо написал, что составил ее не на основе собственных наблюдений. Он указал свои источники, среди них карты арабских мореплавателей, португальские навигационные карты и, внимание, древние карты, которые он называл источниками времен Александра Великого, то есть источниками, которым к моменту создания его карты было уже почти 2000 лет. Пири Рейс не скрывал этого. Он не претендовал на авторство. Он честно сказал: «Я компилятор. Я собрал воедино то, что было до меня». Вопрос — что именно было до него? И от кого? Вот здесь мы впервые видим силуэт нашего призрака. Пири Рейс не источник. Он передаточное звено. Он взял древние знания, перенес их на свою карту и подписал: «Это не мое, это было до меня». Но от кого именно, он не знал. Никто не знал. Потому что эти источники времен Александра — это тоже копии. Копии с еще более ранних карт, которые, в свою очередь, тоже могли быть копиями. Мы тянем за нить, а она уходит вглубь тысячелетий. И на другом конце этой нити кто-то есть. Кто-то, кто видел Антарктиду без льда.
Кто-то, кто знал очертания континентов с точностью, недоступной ни одной цивилизации, о которой мы знаем. Скажу честно, когда я впервые в это погрузился, я думал, что это красивая легенда. Одна странная карта, ну бывает. Совпадение, ошибка интерпретации, игра воображения. Но потом я увидел вторую карту, и третью, и четвертую, и каждая из них указывала в одном и том же направлении, на одного и того же призрака. Если тебе интересно, кто он, оставайся, потому что следующая карта еще страннее. Она нарисована через 18 лет после карты Пири Рейса совсем другим человеком, на другом конце Европы. Но на ней изображено то же самое, и даже больше. 1531 год, Франция. Математик и картограф Аронтоус Финиус, на латыни его имя звучит как Аронций Финий, составляет карту мира. Он профессор Королевского колледжа в Париже, человек с безупречной академической репутацией. Не мистик, не мечтатель, ученый. И на его карте мира, в самом низу, изображен целый континент. Круглый, массивный, с горными хребтами, реками и береговой линией, прорисованной в деталях. Это Антарктида. За 290 лет до ее официального открытия. Но подожди, у Пири Рейса была только полоска побережья. Может быть, может не быть Антарктидой. Спорный фрагмент на краю карты. Здесь другое. Финиус изобразил весь континент целиком, с формой, которая пугающе напоминает то, что мы знаем сегодня. С береговой линией, которая совпадает не с тем, что видно над льдом, а с тем, что лежит под ним, с рельефом, который повторяет данные сейсмических исследований середины 20 века. Давай разберем, что именно он нарисовал. На карте Финиуса Антарктида разделена на две части проливом, примерно там, где сегодня проходит так называемый трансантарктический хребет. Восточная часть крупнее, западная меньше и вытянута. Общие очертания, пропорции, расположение относительно Южной Америки – все это поразительно близко к реальности. Не точная копия, нет, но и не случайное совпадение. Слишком много деталей попадает в цель. И вот что важно понимать. В 1531 году ни один корабль не заходил так далеко на юг. Ни один. Южный океан в 16 веке – это терра инкогнита в самом буквальном смысле. Там лед, штормы, чудовищные волны. Даже через 2,5 века, когда Джеймс Кук совершит свою антарктическую экспедицию, он не сможет пробиться через паковый лед и даже не увидит берег. Антарктиду увидят только в 1820-м русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев. А подледный рельеф, тот самый, что так напоминает карту Финиуса, установит экспедиции Международного геофизического года в 1958. 1958 год. Сейсмические приборы, радиолокационное зондирование, международная научная программа. И результат совпадает с тем, что нарисовал французский математик 427 лет назад. Как? Скептики, конечно, говорят, совпадение, или фантазия, или ошибка интерпретации. Может, Финиус рисовал не Антарктиду, а гипотетическую Южную Землю, Терра Аустралис, в которую верили со времен Аристотеля. Мол, древние греки считали, что в южном полушарии должен быть большой континент для симметрии. Вот картографы его и рисовали, кто во что горазд. Случайно попали близко к правде. Этот аргумент звучит разумно, правда, если бы не одна деталь. Терра Аустралис на большинстве карт того времени – это аморфная масса, занимающая чуть ли не треть южного полушария, без деталей, без рельефа, без конкретных очертаний. Просто заглушка. Тут что-то должно быть. А у Финиуса конкретные горы, конкретные реки, конкретная береговая линия. Это не концептуальная заглушка, это карта. Кто-то это видел. Но кто? Финиус не оставил таких подробных пометок, как Пири Рейс. Он не написал «я пользовался древними источниками». Но мы знаем кое-что другое. Мы знаем, что в среде европейских картографов XVI века активно циркулировали так называемые порталаны – средневековые навигационные карты, которые передавались от мореплавателя к мореплавателю, от поколения к поколению. И многие из этих порталанов, по признанию самих историков, восходят к источникам, происхождение которых неизвестно. Их копировали, перекопировали, дополняли, но первоисточник терялся в глубине веков. Вот он снова, наш призрак.
Финиус мог не знать, откуда взялась информация на его карте. Он мог получить ее из третьих или четвертых рук, но информация была конкретная, детальная, проверяемая. И она указывает на тот же вывод, что и карта Пири Рейса. Кто-то когда-то видел Антарктиду без ледяного покрова и зафиксировал это. И эти записи дожили до 16 века. Теперь давай подумаем, что это значит с точки зрения хронологии. Ледяной щит Антарктиды, по современным оценкам, начал формироваться около 34 миллионов лет назад. Но полностью покрыл континент он не сразу. Есть данные, что отдельные прибрежные районы, как раз те, что изображены на картах, могли оставаться свободными ото льда значительно дольше. Некоторые исследователи указывают на период примерно 6000 лет назад, когда климатические условия могли допускать частичное обнажение береговой линии. Другие говорят о более ранних окнах. Точных дат нет. Но суть в одном. Чтобы увидеть то, что изображено на этих картах, наблюдатель должен был существовать тысячи лет назад, в эпоху, от которой у нас нет никаких письменных свидетельств. Или мы думаем, что нет. Знаешь, что мне не дает покоя? Две карты, два разных автора, две разных страны, 18 лет между ними. Ни один из авторов не ссылается на другого, но оба изображают одно и то же, то, чего знать не могли. Это уже не совпадение, это паттерн. И паттерн говорит нам, существовал источник, общий, древний, невероятно точный. Источник, который попал в европейскую картографическую традицию и всплывал снова и снова в работах разных людей. Если ты сейчас думаешь, ладно, две карты, это интересно, но мало, я тебя понимаю, я думал так же. А потом я нашел третью. И третья карта — это уже не просто странность, это нокаут. Потому что на ней изображено то, что невозможно было узнать без технологии, которую изобретут только через 200 лет, и нарисовал ее человек, работавший при дворе французского короля. 1737 год, Париж. Филипп Буаше – королевский географ, член Французской академии наук, человек, которого невозможно обвинить в шарлатанстве. Он работает при дворе, его карта используется для навигации, его репутация безупречна. И вот этот человек публикует карту, на которой Антарктида изображена без ледяного покрова. Опять. Но есть нюанс, который отличает карту Буаше от всех предыдущих. Финиус нарисовал общие очертания континента. Пири Рейс – полоску побережья, а Буаше изобразил то, что находится под льдом, внутреннюю структуру. Он показал Антарктиду как два отдельных массива суши, разделенных водным проливом. Западная часть поменьше, восточная значительно крупнее, между ними – море. Теперь смотри. Это 1737 год, до открытия Антарктиды – 83 года. До первого исследования подледного рельефа – 221 год. Буаше физически не мог знать, что находится под 4-километровой толщей льда. Ни один человек на планете этого не знал. Эти данные появятся только в 1958 году, когда международная научная экспедиция проведет сейсмическое зондирование в рамках Международного геофизического года. И вот что показало это зондирование. Антарктида действительно состоит из двух массивов суши. Восточная Антарктида – древний стабильный континентальный щит. Западная – меньше, геологически моложе, частично представляет собой архипелаг, придавленный льдом. Между ними – впадина, которая без ледяного покрова была бы проливом или внутренним морем. Именно так, как нарисовал Буаше за 221 год до этого открытия. Я хочу, чтобы ты осознал масштаб этого совпадения. Мы не говорим о приблизительном контуре. Мы не говорим о смутном намеке. Мы говорим о структурном разделении континента на два массива, которое невозможно увидеть с поверхности. Это как нарисовать скелет человека, не имея рентгеновского аппарата. Откуда Буаше это знал? Как и в случае с Пири Рейсом, у нас есть зацепка. Буаше был не просто картографом, он был систематизатором. Он собирал и каталогизировал старые карты, работал с архивами, имел доступ к коллекциям, недоступным обычным людям. Его тесть Гийом де Лиль тоже был королевским географом и оставил ему огромный архив. В этом архиве сотни карт разных эпох, и среди них, по всей видимости, были те самые источники, происхождения которых никто не мог объяснить. 3 карты, 3 века, 3 автора, которые никогда не встречались. Турецкий адмирал, французский математик, королевский географ.
Разные страны, разные языки, разные эпохи, но все трое изобразили одно и то же – Антарктиду без льда. С деталями, которые подтвердятся только в 20 веке. Это уже не аномалия. Это система. И система говорит нам: в европейской картографической традиции столетиями циркулировало знание, которое не принадлежало ни одной из известных нам цивилизаций. Кто-то создал первоисточник, кто-то, кто обладал возможностью видеть Землю целиком, измерять ее, фиксировать подледный рельеф. И это знание передавалось из рук в руки, от копии к копии, от века к веку, пока не попало к Пири Рейсу, Финиусу и Боаше. Кстати, если тебе интересна эта тема, напиши в комментариях, о каком из этих картографов ты хочешь узнать подробнее. Мне реально интересно, что зацепило больше всего. И если ты досюда досмотрел, значит, тебе это также не дает покоя, как и мне. Подпишись, чтобы не пропустить продолжение, потому что дальше будет еще страннее. Итак, у нас 3 карты с одним и тем же невозможным знанием. Но пока все вращается вокруг Антарктиды. Можно было бы сказать: ладно, это какая-то локальная аномалия. Может, существовала одна древняя карта южного полушария, ее копировали, вот и все. Странно, но объяснимо. Но 4-я карта, о которой я сейчас расскажу, разрушает эту версию. Потому что она не про Антарктиду, она про весь мир, и проблема в ней совсем другая. 1559 год. Карта Хаджи Ахмеда. Об этом картографе мы знаем очень мало, даже его полное имя вызывает споры, но карта сохранилась, и она показывает кое-что, от чего у историков картографии начинается головная боль. На карте Хаджи Ахмеда изображены оба полушария – Старый и Новый Свет. Это само по себе нормально для середины 16 века. После Колумба и Магеллана контуры Америки уже появлялись на картах. Но есть деталь, которая нормальной быть не может – долготы. На этой карте долготы определены с точностью, которая в 1559 году была абсолютно, категорически, физически недостижима. Чтобы понять, почему это проблема, нужно знать одну вещь. Широту, север-юг, мореплаватели умели определять давно. По высоте Солнца, по полярной звезде это относительно просто, а вот долготу, запад-восток, нет. Для определения долготы нужно точно знать разницу во времени между двумя точками, а для этого нужны точные часы, очень точные. Такие, которые не сбиваются при качке, при перепадах температуры, при влажности. Такие часы, морской хронометр, изобретет английский часовщик Джон Гаррисон в 1761 году, через 202 года после карты Хаджи Ахмеда. До изобретения хронометра определение долготы было настолько серьезной проблемой, что за ее решение назначались государственные премии. В Англии знаменитая премия за долготу, учрежденная в 1714 году, 20 тысяч фунтов, астрономическая по тем временам сумма. Лучшие умы Европы бились над этой задачей десятилетиями. А на карте, составленной за 155 лет до учреждения этой премии, долготы уже стоят. Правильные. Это не мелкая деталь, это фундаментальный вопрос. Потому что если долготы точные, значит кто-то их измерил. А измерить их без хронометра или эквивалентной технологии невозможно. Мы снова упираемся в тот же вывод: источник карты обладал технологией, которой у человечества 16 века не было. И вот что окончательно складывает картину. 4 карты, 4 разных автора, 4 разных невозможности. Пири Рейс – береговая линия неоткрытого континента. Финиус – целый континент под льдом. Боаше – подледная структура. Хаджи Ахмед – точные долготы без хронометра. Каждая из этих карт по отдельности – странность. Все 4 вместе – это уже не странность, это след. И след ведет к одному и тому же источнику. Кто он? Кто этот невидимый картограф, чьи знания рассыпаны по картам разных веков и народов? Я не буду делать вид, что знаю ответ, но я могу показать тебе, куда указывают улики. И это самая неудобная часть. Итак, давай соберем все, что у нас есть. 4 карты, 4 века, 4 автора из разных стран, говоривших на разных языках. Ни один из них не ссылается на другого, но все 4 изобразили то, чего знать не могли. Береговую линию под льдом. Континент, который не открыт. Подводную структуру, невидимую с поверхности. Точные долготы, неизмеримые без приборов, которых еще не существовало. Каждый из этих картографов был компилятором, каждый работал с более ранними источниками, и эти источники тоже копии.
Копии с копий с копий. Нить уходит вглубь, и на другом конце кто-то, кто видел Землю так, как мы научились видеть ее только из космоса. Кто это мог быть? Есть 3 версии, от самой осторожной до самой радикальной. И я хочу, чтобы ты выслушал все 3, прежде чем решишь для себя. Версия первая, скептическая. Совпадения и ошибки интерпретации. Карта Пири Рейса — это не Антарктида, а искаженное побережье Южной Америки, завернутое по краю пергамента. Финиус рисовал не реальный континент, а гипотетическую Терра Аустралис и случайно попал близко к правде. Буаше фантазировал на основе теоретических предположений о южном материке, а долготы Хаджи Ахмеда — результат удачного стечения навигационных данных, полученных от десятков мореплавателей. Это честная позиция, у нее есть логика. Одна карта — случайность, 2 — совпадения. Проблема в том, что их 4, и каждая случайно попадает в цель по-своему. 4 независимых совпадения, указывающих в одну точку, это уже статистическая аномалия. Не невозможно, но крайне маловероятно. Как 4 раза подряд угадать номер на рулетке. Версия вторая — историческая. Утраченная цивилизация мореплавателей. Мы знаем, что финикийцы обогнули Африку за 600 лет до нашей эры. Геродот об этом писал. Мы знаем, что полинезийцы пересекли Тихий океан задолго до европейцев. Мы знаем, что минойская цивилизация строила корабли, способные ходить по открытому морю, еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. Что, если существовала цивилизация, о которой мы не знаем, или знаем слишком мало? Ни инопланетяне, ни атланты из мифов, а реальные люди с реальными кораблями и реальными навигационными навыками, которые систематически картографировали планету. Их знания сохранились в виде карт, которые копировались тысячелетиями. Через Александрийскую библиотеку, через арабских ученых, через византийских переписчиков и в итоге попали в руки европейских картографов. Эта версия объясняет почти все. Общий источник, который всплывает в разных местах. Постепенную потерю точности от копии к копии. Смесь невероятной точности в одних деталях и грубых ошибок в других, как бывает, когда копируешь то, чего не понимаешь. Она не требует сверхъестественных объяснений, только одного допущения, что история мореплавания древнее, чем мы думаем, намного древнее. Версия третья, радикальная. Глобальная съемка с воздуха или из космоса. Звучит безумно, но давай посмотрим на факты холодно. Карта Буаше показывает подледный рельеф. Не береговую линию, рельеф. То, что невозможно увидеть ни с корабля, ни с берега, ни даже с самолета. Для этого нужно зондирование. Сейсмическое, радиолокационное, гравитационное. Любое, но зондирование. Технология. Карта Хаджи Ахмеда содержит точные долготы. Для долгот нужен хронометр или его аналог, или другой способ определения времени на расстоянии. Это тоже технология. Если принять эти факты за чистую монету, а карты реальны, они лежат в музеях, их можно изучить, то создатель первоисточника обладал техническими возможностями, сопоставимыми с серединой 20 века, как минимум. Кто это мог быть – отдельный вопрос, на который у меня нет ответа. Ни у кого нет. Но отмахнуться от вопроса не значит ответить на него. Вот что я думаю. Я не знаю, какая версия верна. Может, не одна из них. Может, правда – это комбинация, о которой мы пока не догадываемся. Но я точно знаю одно. Эти карты существуют. Они реальны. Они датированы. Они изучены десятками специалистов. И ни один из этих специалистов, ни скептики, ни энтузиасты, не смог дать объяснение, которое удовлетворяло бы всех. За 70 лет научных дискуссий, с тех пор, как Чарльз Хепгуд впервые привлек к ним внимание в 50-х годах, консенсуса нет. Споры продолжаются. И лично для меня это самое захватывающее. Не ответ, а сам вопрос. Потому что этот вопрос говорит нам кое-что важное. Он говорит, что наше знание о собственном прошлом неполное. Что в истории человечества есть главы, которые мы еще не прочитали. Может быть, потому что они утрачены. Может быть, потому что мы пока не знаем, где искать. Но они были. 4 карты — это 4 страницы из книги, которую мы потеряли. И каждая страница подписана одним и тем же невидимым автором. Картографом-призраком, который знал нашу планету лучше, чем мы, и который исчез, не оставив имени.
Если это видео заставило тебя задуматься, поставь лайк. Не для алгоритма, для того, чтобы я понимал, что такие темы тебе интересны и стоит копать дальше. Потому что древние карты — это только начало. Есть вещи и пострашнее. До встречи!